Османская империя, также известная как Турецкая империя, была одной из самых могущественных и долговечных империй в истории человечества. Она существовала более 600 лет и контролировала территории в Европе, Азии и Африке. В течение первых 100 лет своего существования, благодаря умению использовать слабости соседей и крупным ошибкам, допущенным балканскими королевствами, византийцами и другими христианскими государствами, османы превратились из небольшого бейлика в региональную державу, а затем использовали это преимущество для дальнейшей экспансии. Основание империи началось около 1299 года, когда Осман I, мусульманский лидер из города Сёгут в Анатолии, провозгласил себя верховным правителем или султаном. Это произошло после серии набегов, организованных Османом и его войсками-газиями против византийцев. Название империи происходит от имени ее основателя, Османа, которое на арабском звучит как «Утман». Несмотря на скудность достоверных сведений о жизни Османа, он оставил после себя империю, названную в его честь. Из-за отсутствия надежных источников того времени историки до сих пор затрудняются отделить легенды от правды в рассказах о жизни Османа I. Согласно османским преданиям, он был сыном Эртугрула и внуком Сулеймана Шаха, выходцев из племени кай-агузских тюрков, хотя последняя связь вызывает споры среди османских генеалогов. Тем не менее, именно Осман первый заложил основы империи, которая просуществовала 6 веков. Воспользовавшись упадком сельджукской династии в Иране и Месопотамии, которая прекратила существование в 1293 году, Осман начал расширять свои владения в Анатолии, становясь основным противником византийских христиан. К началу XIV века молодая Османская империя начала расширяться в двух направлениях — к побережью Мраморного моря и вдоль реки Сакария. Однако осадные орудия османов были недостаточно развиты, что временно мешало им захватывать крупные византийские города, такие как Константинополь. Лишь в 1326 году им удалось взять город Бурса, который в 1335 году стал их новой столицей. Вскоре после победы в Бурсе первый султан Османской империи, Осман I, скончался, оставив трон своему сыну Орхану, который стал вторым султаном. При Орхане османы начали укреплять свою власть, сделав Бурсу центром своей империи. В этом городе также находится гробница Османа I. В поисках военных реформ Орхан обратился за советом к своему брату Аладдину. Аладдин предложил создать профессиональную армию, состоящую из оплачиваемых и обученных пехотинцев, что было новшеством по сравнению с прежними армиями, собиравшимися из добровольцев и ополченцев только для конкретной кампании. Орхан принял эту идею, но вскоре захотел усовершенствовать ее и обратился к родственнику по браку, Кандарали Кара Халилу. Кандарали предложил революционную концепцию, которая позже стала известна как «Корпус Янычар». Этот отряд должен был состоять из детей из христианских семей на завоеванных территориях. Их обращали в ислам и обучали быть элитными пехотинцами и слугами султана. Янычары стали первой постоянной армией в Европе, известной своей преданностью султану, которую поддерживали строгими правилами, включая запрет на брак. Хотя корпус янычар полностью сформировался только при правлении Мурада I, первые шаги к его созданию были предприняты уже при Орхане. Второй султан также сосредоточился на территориальной экспансии. В 1331 году османы захватили Изник, а спустя несколько лет — Измит, 1337, и Усть-Кюдар, 1338. В 1345 году Орхан присоединил княжество Караси. Примерно в это же время он стал союзником Иоанна VI Кантакузина, будущего византийского императора. Благодаря этому союзу Орхан получил возможность совершать набеги на Фракию, ключевую цель османов, и женился на дочери Кантакузина Феодоре. Позже, под командованием сына Орхана, Сулеймана Паши, османы захватили Галиполи в 1354 году, несмотря на попытки Кантакузина мирным путем убрать их из региона, вызванные опасениями византийцев. Рейды в Галиполи принесли османам огромные богатства и сокровища, что привлекло внимание тысяч турок из Анатолии, которые стремились присоединиться к силам империи. Орхан отказался уступить эту новую территорию, считая ее даром Аллаха. Это вызвало серьезные проблемы для императора Кантакузина, что в конечном итоге привело к его падению и усилило внутренний кризис в Византии. Ситуация в самой Османской империи изменилась в 1362 году после смерти султана Орхана, которому на тот момент было около 80 лет. Его сын Сулейман погиб несколькими годами ранее в охотничьей аварии, что, как предполагается, могло стать причиной ухудшения состояния здоровья Орхана
и его смерти. После этого трон перешел к другому сыну Архана, Мураду I, который вступил на престол с решительными намерениями. В 1382 году Мурад начал активное давление на Болгарию, заставив императора Ивана Шишмана признать свое государство вассалом Османской империи. Эта политика, начатая Мурадом в Европе, позволяла местным правителям сохранять свои позиции, если они соглашались на османский сюзеренитет и предоставляли военные контингенты для армии султана. Однако Мурад не остановился на этом соглашении и продолжил захватывать территории, включая Софию, Пирот и Ниш. Эти успешные действия привели к следующему крупному достижению империи — завоеванию Сербии после знаменитой битвы на Косовом поле в 1389 году. Хотя обе армии понесли тяжелые потери, а их лидеры погибли в бою, османам удалось одержать победу благодаря резервным силам, которые они могли мобилизовать. Эта победа привела к подчинению сербского княжества. После смерти султана Мурада I трон перешел к его сыну Баязиду I. Новый султан столкнулся с необходимостью сосредоточиться на восстановлении порядка в Анатолии после трудных военных кампаний. К тому же усилилась угроза со стороны княжества Караман, которое набирало силу на землях бывшей сельджукской династии. Мурад предпринял лишь незначительные шаги для предотвращения их экспансии, но теперь Баязид был вынужден уделить этой проблеме серьезное внимание. К этому моменту Баязид не мог игнорировать нарастающую угрозу со стороны Карамана. После захвата территории Гермиона, Теки и Хамида Караман оказался в центре внимания османов. Чтобы удержать своих турецких последователей от перехода на сторону возможных соперников, Баязид заключил мир с Караманом. Затем он сосредоточился на завоевании Болгарии и решился на дерзкий шаг — осаду Константинополя. В ответ христианские державы организовали крестовый поход против османских войск. Этот крестовый поход завершился битвой при Никополе в 1396 году, где Баязид и его армия одержали победу, уничтожив войска крестоносцев, в состав которых входили венгры, немцы, французы и другие христианские союзники. Окрыленный успехом в Никополе, в 1397 году Баязид нарушил мирное соглашение с Караманом и присоединил его территории к Османской империи. На тот момент владения султана простирались от Балкан до Азии, делая его одним из самых могущественных мусульманских правителей своего времени. Основной целью Баязида, как и его предшественников и преемников, было расширение империи. Хотя о первых 100 годах османской власти известно немного, период с 1300 по 1400 годы стал основой для будущего роста и процветания империи. Начало 15 века ознаменовало последние годы правления Баязида I как султана. В 1400 году обострились отношения между османским лидером и турко-монгольским завоевателем Тимуром. Этот долгое время тлеющий конфликт достиг пика в 1402 году в битве при Анкаре. На обратном пути через Анатолию, чтобы противостоять мощному сопернику, Баязид и его армия были застигнуты врасплох Тимуром, который осадил город Анкару. Тимурские войска перекрыли доступ к воде, что вынудило османов вступить в сражение. К концу битвы армия Тимура одержала победу. Баязид вместе с сыновьями Мусой и Мустафой Челеби попал в плен, хотя другим его сыновьям удалось бежать. Муса был освобожден в 1403 году, а Мустафа удерживался в Самарканде до смерти Тимура в 1405 году. После этого он скрывался на территориях своих союзников. К сожалению, вскоре после попадания в плен Баязид скончался. Существует спор о том, как Тимур и его люди обращались с султаном, но в любом случае правление четвертого османского султана подошло к концу. После его падения Османская империя погрузилась в хаос. Оставшиеся сыновья Баязида развязали десятилетнюю гражданскую войну, известную как Османское междуцарствие. Тимур подтвердил Мехмеда Челеби в качестве нового султана до своей смерти. Однако это решение вызвало недовольство у других сыновей — Исы, Мусы и Сулеймана. Каждый из них считал, что имеет право на османский трон, и не признавал власти Мехмеда. Сулейман основал свою столицу в Эдирне, Адрианополь, и распространил свое влияние на всю Фракию и юго-восточную Европу, вплоть до Северной Греции. Мехмед сосредоточил свое управление в городе Амасия. Тем временем Иса и Муса боролись за контроль над Бурсой, и в конечном итоге Иса одержал победу. Однако это привело к новому конфликту между Исой и Мехмедом.
После нескольких поражений Иса был вынужден искать убежище в Константинополе, в то время как Мехмед взял под свой контроль Бурсу. Вскоре произошла еще одна битва между братьями в Караси, в результате которой Иса вновь бежал, на этот раз в Караман. По некоторым данным, Иса позже был убит по приказу Мехмеда, когда его заметили в одной из бань. Сулейман, который поддерживал Ису в его борьбе с Мехмедом, теперь сам захватил Бурсу, а затем Анкару, отобрав их у своего брата-победителя. В следующие несколько лет сформировался союз между Мехмедом и Мусой, и последний был отправлен за Черное море, чтобы управлять европейской частью империи в качестве султана. Сулейман тем временем заключил союз с византийским императором Мануилом, вторым палеологом, и к 14 году заручился поддержкой сербов, одержав победу в битве при Космедионе. Во время этой битвы Муса потерпел поражение от Сулеймана, но ситуация вскоре изменилась. Из-за своего вспыльчивого характера Сулейман начал быстро терять союзников и поддержку. Воспользовавшись массовыми переходами сторонников на свою сторону, Муса одержал победу в Эдирне в 1411 году. Сулейман попытался бежать под защиту Византии, но был убит на пути, оставив Мусу и Мехмеда в качестве соправителей Османской империи. Раздраженный тем, что византийский император Мануил поддерживал Сулеймана, Муса осадил Константинополь в качестве мести. В ответ Мануил обратился за помощью к Мехмеду, который несколько раз пытался защитить императора, несмотря на договоренности с Мусой. Мехмед, однако, не мог долго оставаться в Константинополе, так как ему пришлось вернуться в свои владения для подавления мятежа. После этого он обратился за поддержкой к сербскому автократу Стефану Лазаревичу. С новыми силами Мехмед встретился с армией Мусы в Чемурлу, где одержал победу. Муса был захвачен и убит. Освободившись от постоянной угрозы со стороны брата, Мехмед Челеби стал султаном Мехмедом I, получив полный контроль над империей и объединив ее после многолетней гражданской войны. В течение своего правления Мехмед сосредоточился на укреплении власти в Анатолии и европейских регионах. На его пути возникли различные вызовы, включая конфликт с Мустафой, его последним оставшимся братом, который вышел из укрытия. Другой угрозой стал шейх Бедреддин, теолог и революционер, который разжигал беспорядки на протяжении 4 лет, пока не был захвачен и повешен. Правление Мехмеда, полное трудностей, завершилось его смертью в 1421 году. Управление империей перешло к его сыну, Мураду II. В начале правления Мурада византийский император Мануил II Палеолог освободил Мустафу Челеби из изгнания, куда он был отправлен при Мехмеде I. Мануил признал Мустафу истинным наследником трона, принадлежавшего некогда Баязиду I. Однако успех Мустафы длился недолго. Мурад покончил с кампанией своего дяди, приказав его казнить. После этого внимание султана сосредоточилось на наказании византийцев за их враждебные действия. Для этого Мурад начал осаду Константинополя, но был вынужден вернуться в Бурсу, когда Мануил попытался использовать младшего 13-летнего брата Мурада, чтобы настроить его против султана. Восстание юного брата было подавлено, и Мурад II смог вновь сосредоточиться на укреплении своего господства. Он восстановил контроль над анатолийскими вассалами и княжествами и продолжил расширение в Европу. К концу 1420-х годов конфликты с Венецией, Сербией, Венгрией и другими противниками стали регулярными. В 1444 году Мурад столкнулся с христианской коалицией крестоносцев в битве при Варне. Возглавляемые Яношем Хуньяди, венгерские войска и их союзники потерпели сокрушительное поражение, завершившееся унизительным бегством. Примечательной деталью этой битвы является участие войск, отправленных Владом Дракулом, правившим тогда Валахией. Несмотря на то, что Мурад удерживал 2 младших сыновей Дракула в заложниках для обеспечения его лояльности, Влад отправил старшего сына с небольшой армией на помощь Хуньяди и крестоносцам. Этот эпизод иллюстрирует частые предательства, характерные для того времени. Интересно, что перед битвой при Варне Мурад фактически отрекся от престола в пользу своего сына, Мехмеда II. Однако молодой султан, будучи еще ребенком, не хотел нести столь огромную ответственность и призвал отца вернуться и возглавить войска. Мурад согласился и, разгромив крестоносцев, вернулся к своему отречению, пока вновь не был вызван для подавления восстания Янычар. Вскоре старый султан был вынужден снова встретиться с войсками христианской Европы на поле битвы в Косово. Возглавляемый Яношем Хуньяди, союз венгерских, валахских, молдавских и других войск предпринял новую попытку атаковать османов.
чтобы отомстить за поражение при Варне. Однако Мурат, перехватив крестоносцев на Косовском поле, застал их врасплох, что привело к еще одному сокрушительному поражению для армии Хуньяди. Под конец своего правления Мурат обратился к решению вопроса с сыном Тимура, Шахрухом, и восстановил контроль над лидерами Чаромской области Амасьи. Кроме того, он предпринял попытку, хоть и неудачную, одолеть албанские силы Скандербега у замка Круя. Однако к 1450 году Мурат серьезно заболел и скончался, передав власть Мехмеду II. Мехмед II, впоследствии известный как Мехмед-завоеватель, благодаря выдающимся достижениям своего правления, сразу же сосредоточился на осуществлении давней мечты османских султанов — окончательном захвате Константинополя. Чтобы устранить отвлекающие факторы, Мехмед II заключил мирные договоры с Венгрией и Венецией, одновременно готовя свой флот для будущей осады центра Византии. В 1453 году, собрав армию численностью около 80 тысяч человек, более 100 кораблей и то, чего не было у его предшественников — пушки, Мехмед начал кампанию, известную как «Падение Константинополя». Осада продолжалась более 50 дней и завершилась решительной победой османов, которые объявили Константинополь своей новой столицей. Мехмед также провозгласил себя цезарем Римской империи, что было отвергнуто римско-католической церковью, но признано Восточной православной церковью. Молодой султан завоевал последние византийские земли и продолжил экспансию в Европу. Его правление отличалось значительными реформами в управлении. Он создал более централизованную бюрократическую систему и назначал на важные посты только тех, кто мог быть верен его целям. Его эпоха также ознаменовалась постоянными конфликтами и переговорами с христианской Европой. Одной из самых заметных историй стала его связь с Владом III Дракулой. Как упоминалось ранее, двое сыновей Влада II Дракулы, Раду и Влад III, были заложниками у Мурада II и выросли вместе с Мехмедом. Эти братья развили совершенно разные отношения с султаном. Раду остался в Османской империи и стал верным союзником и другом Мехмеда. Влад III, напротив, стал непримиримым противником, сражавшимся до последнего дыхания. Хотя некоторые считают, что продолжительный конфликт с воеводой небольшого княжества указывал на слабость Мехмеда, эта история скорее подчеркивает черты характера султана. Перед тем, как отказаться от попыток покорить Влада III, Мехмед сказал: «Я не могу отобрать землю у человека, который творит столь удивительные вещи. И, безусловно, человек, который достиг этого, достоин большего». Эти слова султана демонстрируют не только уважение к своему врагу, но и уверенность в мощи Османской империи. Мехмед готов был отступить от конфликта, в котором не видел скорого успеха, потому что считал себя главой фактически двух империй — Османской и, по сути, поглощенной Византийской. Он знал, что его власть была настолько значительна, что ее было невозможно легко поколебать. Этот дух терпимости продолжился и после Мехмеда, что можно увидеть и в правлении его сына Баязида, второго, который взошел на трон после смерти отца в 1481 году. Начало правления Баязида II немного омрачено конфликтом с его братом Кемом. После того, как его власть была укреплена, Баязид начал вносить изменения в политику отца, сделав сильный акцент на внутренней политике как в восточной, так и в западной части империи, создавая более упорядоченную систему. Хотя Баязид не запомнился исключительно военными конфликтами, он приложил значительные усилия для завоевания новых венецианских территорий и земель на Балканах. Однако наиболее заметным решением Баязида II, которое завершило XV век, стало его отношение к изгнанию мусульман и евреев из Испании в 1492 году. Баязид осудил Фердинанда Арагонского и Изабеллу I, направив османский флот, чтобы безопасно переместить изгнанных мусульман и евреев на свои территории. Он приказал всем лидерам под его властью принимать беженцев, угрожая смертной казнью тем, кто будет обращаться с евреями иначе, чем с мусульманами. Этот необычайный акт привел к притоку новых знаний, навыков и идей в империю, что способствовало ее процветанию. К концу XV века Баязид II оставался на османском троне как уважаемый и успешный правитель, заслуживший эпитет «справедливый». Баязид может быть одним из наименее оцененных правителей империи.
Как и многие другие правители того времени, он достиг значительных успехов, которые продолжили укреплять и расширять Османскую империю на многие годы вперед. На начало XVI века Баязид II уже вел интенсивную морскую войну с венецианцами, которая продлилась до 1503 года. Стремясь к дальнейшей консолидации, османы под командованием адмирала Кемала Рейса одержали победу в конце этой турецко-венецианской войны, заставив венецианцев снова заключить мир с турками. Эта победа оказала положительное влияние на укрепление османской власти в Европе и в Анатолии, но политическая ситуация становилась все более нестабильной. К 1511 году сторонники династии сефевидов начали восстание против растущего господства Османской империи. Хотя сторонники сефевидов были вынуждены отступить после поражения их лидера Шахкулу, между сыновьями Баязида, Селимом и Ахмедом возникли ожесточенные разногласия по поводу престолонаследия. Оба претендента пытались заручиться поддержкой различных территорий и лидеров, но советники султана и корпус янычар начали склоняться в сторону Селима, в то время как Баязид все больше беспокоился о том, что Ахмед может обратиться за помощью к шаху Исмаилу в Персии. В конце концов, в 1512 году султан Баязид II принял решение, отрекшись от престола в пользу Селима, который позже приказал казнить своего брата, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Баязид скончался всего через месяц после своей отставки. Вскоре после восхождения на трон Селим I устранил все возможные угрозы своей власти, казнив своих братьев и племянников, сосредоточив свое внимание на внешних угрозах. Одной из этих угроз стал шах Исмаил и его приверженцы из Кизилбашей в Анатолии. Быстро подав восстание, поднятое Кизилбашами, Селим обратил свое внимание на Исмаила и, в конце концов, разгромил войска шаха в битве при Челдиране в 1514 году. Несмотря на то, что войска сефевидов состояли в основном из легкой кавалерии, армия Селима, насчитывавшая более 100 тысяч человек, могла полагаться на мушкеты и пушки. После битвы османы захватили Тебриз, столицу сефевидов, и продолжили движение в Египет. Одержав победы в битвах при Мардж-Дарик в 1516 году и при Радании в 1517 году против мамлюков, османы смогли присоединить Египет, Хиджаз и весь Левант к своей империи. Таким образом, к моменту смерти Селима I в 1520 году не только изменился культурный и географический центр империи, но и считается, что его правление привело к расширению империи примерно на 70%. После смерти отца его единственный сын, Сулейман I, стал следующим султаном, а позднее широко почитаемым правителем Османской империи, известным на Западе как Великолепный, и в самой империи как законодатель. Сулейман открыл эпоху значительных военных, юридических и культурных изменений в империи. Хотя главный закон шариата не мог быть изменен султаном, Сулейман смог провести значительные изменения в системе кануна, криминального земельного права и налогообложения. Эта окончательная редакция стала известна как «Османские законы» и оставалась в силе в течение следующих 3 столетий. Сулейман также внес изменения в законы, касающиеся разных религий в империи, применив подход терпимости, подобный тому, который был при Баязиде II, в том числе официально осудив обвинения в кровавых наветах против еврейского населения. Одновременно с тем, как в империи происходили законодательные и культурные изменения, за ее пределами продолжалась экспансия. Почти сразу же, нацелив свои силы на христианские державы Европы и Средиземноморья, Сулейман I одержал победу в Белграде в 1521 году, а затем завоевал долгожданный Родос в 1522 году. 4 года спустя, вступив в бой с венгерскими войсками, османы не только разгромили противника, но и казнили самого короля Венгрии, Людовика II. Когда Сулейман обнаружил убитое тело венгерского монарха, он заметил: «Да помилует его Аллах и накажет тех, кто ввел его в заблуждение, заставив его принять это решение. Я действительно выступил против него с оружием, но не хотел, чтобы он был так рано отстранен от жизни и королевства, едва вкусив сладость жизни и власти». Эта неожиданная утрата венгерской власти привела к новому конфликту за трон между Габсбургом, эрцгерцогом Австрии и воеводой Трансильвании. На фоне решительного сопротивления возможному контролю Габсбургов, османский султан выбрал принять Яноша в качестве нового вассала короля Венгрии. Чтобы ослабить любое последующее вмешательство Габсбургов,
Сулейман в 1529 году возглавил новый поход, на этот раз направленный на Вену. К сожалению, для турок во время наступления возникли проблемы, что вынудило султана отменить бесперспективные действия. Однако, не будучи сильно отговоренным, к 1532 году османы снова попытались осадить Вену, но добились лишь минимального успеха, столкнувшись с обороной в ходе осады Гюнца. Это укрепило убеждение Сулеймана, что Вену нельзя завоевать так легко. В следующем году был заключен мирный договор в Константинополе между эрцгерцогом Фердинандом I Австрийским и османским султаном. Условия перемирия были согласованы обеими сторонами. Однако не прошло много времени, как соглашение начало терять свою силу. Когда Янош скончался в 1540 году, любое оставшееся мирное состояние между османами и австрийцами, похоже, разрушилось. В результате серии кампаний и аннексий в 1540-1543 годах Венгрия была в конечном итоге разделена на три части. С одной стороны находилась Венгрия Габсбургов, примыкавшая к османскому вассальному государству Трансильвания и соседствующая с бесконечно гарнизированной Османской Венгрией. Следующие 19 лет стали периодом напряженных войн с переменным успехом, что вынудило начать долгие мирные переговоры в 1562 году. В то же время, пока конфликт между христианскими и мусульманскими державами разворачивался в Европе, османы также сталкивались с враждебностью на Ближнем Востоке. В 1534 году Сулейман начал первую из трех повторяющихся кампаний против персидского сопротивления. Османы продолжали сопротивляться шаху и его войскам, участвуя в продолжительной борьбе за обмен территориями, пока последняя инвазия не завершилась мирным договором в 1544 году, обеспечив османам важные стратегические приобретения. В это время османский флот начал процветать под командованием адмирала Керралдина, успешно противостоя европейским союзникам у побережья Греции. Морское влияние османов ощущалось даже в Индийском океане, где они конкурировали с португальцами. Кроме того, правление Сулеймана расширило влияние Османской империи на Северную Африку и в Могольскую империю, завершая долгий и процветающий период развития и консолидации, хотя и не без некоторых неудач. Сулейман провел свои последние месяцы в осаде Сигетвара, что стало тяжелой победой для османов, в ходе которой было потеряно десятки тысяч человек и сам султан. С момента смерти или казни его братьев новым правителем Османской империи в 1566 году стал Селим II. Селим стал первым из многих, кто столкнулся с подобной ситуацией, когда его власть часто ослаблялась влиянием великого визиря Мехмеда Секалу и женщин его гарема, в особенности его жены. Султан, не имея особого интереса к политике, оставил многие государственные дела в руках великого визиря. Тем не менее, правление Селима было отмечено переходом от войны к миру в регионах, ранее оспариваемых его отцом. Первый мирный договор был подписан в 1568 году, что привело к новой волне мирного соглашения с Австрией, аналогичного последнему перемирию с сефавидами. Хотя вскоре после этого в Йемене началось восстание, оно было быстро подавлено. Основные конфликты, с которыми столкнулся Селим II, произошли после захвата венецианской территории Кипра в 1570 году. В тот же год был подписан мирный договор с Россией при Иване Грозном в Константинополе. В результате упомянутой враждебности в Европе в 1571 году произошла битва при Лепанто, которая принесла временную победу Венеции, но уже в следующем году османы восстановили свои позиции. К 1574 году османы захватили Кипр и Тунис. А после смерти султана Селима II власть в империи перешла к Мураду III. В отличие от своего отца, Мурад правил в период конфликтов и упадка внутренней целостности империи. Захватив Фес у португальцев в 1578 году и расширив свое влияние в Персии, султан вскоре возобновил военные действия с Австрией, которые продолжались до следующего века. В это время было установлено заметное союзничество между османскими вассалами и австрийцами, несмотря на явное нарушение условий турецкого сюзерена.
Период с 1570 по 1590 год также стал временем возобновления вражды с Сефавидской династией. Тем временем дела внутри Османской империи не улучшались. Постоянные войны требовали повышения налогов, что привело к инфляции и быстрому ослаблению стабильности империи, а также снижению надежности янычар. Как только второй султан после Селима II, который не вел свои войска в бой и чья власть была подорвана влиянием женщин его гарема, Мурад III, возможно, самым важным его достижением было установление дипломатических отношений с королевой Англии Елизаветой I. Утверждая, что исламские и протестантские миры имеют больше общего друг с другом, чем с римским католицизмом, султан смог заключить торговое соглашение с английской монархиней в 1581 году, предоставив приоритет британским купцам на территории Османской империи. Эти внешние экономические отношения пережили самого султана и были переданы от Мурада III к Мехмеду III. В качестве последнего султана XVI века Мехмед III столкнулся с нарастающим союзом своих европейских вассалов и австрийских врагов. Первоначально потерпев поражение, но вскоре восстановив силы и одержав победу над австрийскими и трансильванскими войсками в битве при Кириштеше в 1596 году. Конец 500-х годов принес лишь небольшие улучшения, когда был достигнут мирный договор с одним из вассалов, Михаилом Храбрым, который ранее успешно отбивал османские войска. Султан Мехмед III продолжал править Османской империей в начале XVII века и оставался на троне еще 3 года. Османская империя, находясь в руках султана Мехмеда III, вступила в XVII век, заключив мир с важными соперниками, такими как Михаил Храбрый, который теперь правил Молдавией и Трансильванией, объединив эти земли под одним флагом. Однако конфликты продолжались в других регионах. В начале 16-х годов османы захватили крепость Наги-Кницу, но уже в следующем году им пришлось защищать свою новую позицию при осаде Наги-Кницы против войск Габсбургов и их союзников. Продолжая участвовать в 13-летней войне с Габсбургской монархией, османы также были вынуждены бороться с многочисленными восстаниями, которые вспыхнули в начале века. В осень 1603 года, добавив еще один фронт к уже имеющимся, снова разгорелась война с Сефавидской династией Персии, что сделало смерть султана Мехмеда III в декабре того года еще более тяжелой утратой для империи. Султаном стал его 13-летний сын Мехмед I. Вероятно, из-за его юного возраста Мехмед принял беспрецедентное решение пощадить жизнь своего брата Мустафы, несмотря на традицию фратрицида, которой придерживались его предшественники, чтобы избежать будущих споров за трон. Молодой султан решил оставить Мустафу живым, что предотвратило возможный конец династии, учитывая, что Ахмед еще не успел обзавестись детьми, которые могли бы стать его наследниками. Тем не менее, приступив к делам, Ахмед сосредоточил свое внимание на продолжающейся османо-сефавидской войне и отправил армию из Константинополя в июне 1604 года для борьбы с агрессивным противником. Однако, прибыв с опозданием, османы не смогли предотвратить захват ереванской территории сефавидами и их дальнейшее продвижение. Некоторые спорные решения с османской стороны привели к потере года драгоценного времени и возможности. К 1605 году война продолжалась, и османы под командованием Мехмеда Паши заключили временный союз с Стефаном Бакшкаем, князем Трансильвании, который обратился за помощью к Османской империи. Тем не менее, из-за множества проблем с различных фронтов, включая восстание в Анатолии, султан Ахмед был вынужден подписать мирный договор с Австрией в 1606 году, признав императора Габсбургов своим равным и ограничив османское расширение в Европе. Еще большее давление со стороны других стран вынудило молодого султана предоставить выгодные торговые привилегии Нидерландам, Франции и Венеции, что нанесло значительный удар по престижу империи. В конце 1612 года османы вновь были вынуждены заключить соглашение с давним врагом — с сефавидами, подписав мирный договор с Персией, согласно которому османы вернули все территории, захваченные в ходе войны 1578-1590 годов,
восстанавливая карту, как она была по мирному договору в Амасье 1555 года. Тот же год ознаменовался обновлением перемирия с Францией, Венецией и Англией, а также подписанием нового торгового договора с Голландской республикой. В попытках наладить атмосферу внутри своего государства с помощью новых указов, религиозных пожертвований и архитектурных проектов, Ахмед столкнулся с тем, что его усилия были затмены. После правления, наполненного беспорядками, султан Ахмед заболел и умер в ноябре 1617 года, оставив нестабильную империю под пристальным наблюдением Мустафы I. В необычном случае смерть предыдущего султана оставила трон открытым для нескольких претендентов, все из которых находились в султанском дворце. Из-за молодого возраста сына Ахмеда фракция в суде, поддерживающая Мустафу, одержала победу, и он был возведен на трон. Как первый брат, ставший султаном вместо сыновей предыдущего султана, Мустафа не смог стабилизировать империю. Его часто описывают как человека с серьезными психическими отклонениями, под влиянием его матери, Халимы Султан, которая приобрела значительную власть вместо него. Тем не менее, после короткого правления Мустафа был свергнут другой фракцией, которая вместо него выбрала его племянника, Османа II. Заняв трон в 1618 году в возрасте всего 14 лет, Осман II осознавал необходимость срочной реформации ситуации в империи. Молодой султан сначала подписал мирный договор с сефавидами, а затем лично возглавил поход в Польшу, которая ранее вмешивалась в дела османских вассальных государств во время молдавских войн. Несмотря на необходимость заключения еще одного договора после поражения от сефавидов, Осман не был разочарован и продолжал стремиться к восстановлению престижа империи. Обвиняя деградировавший корпус янычар в их некомпетентности во время предыдущих походов, султан решил закрыть их кофейни и урезать зарплату в качестве наказания. Осман не успел реализовать свой план реформирования войск и создания более надежной армии, как разгневанные янычары восстали. Султан Осман II был свергнут, заключен в тюрьму и задушен, став первым султаном, убитым янычарами. Воспользовавшись падением своего племянника, Мустафа I вернул себе трон в 1622 году, сразу же начав преследовать всех, кто был связан с казнью Османа. Не сумев удержать контроль в условиях растущего противостояния между янычарами и кавалеристами сефавидов, а также восстания губернатора Эрзурума, стремившегося отомстить за Османа, мать Мустафы в конечном итоге поддержала решение свергнуть своего сына, при условии, что его не убьют в процессе. 11-летний сын Ахмеда I, Мурад IV, в сентябре 1623 года занял трон. Хотя первые годы правления Мурад IV в основном находились под контролем его матери и великих визирей, его правление стало символом надежды на восстановление внутреннего согласия в империи. Мурад был известен своей жестокостью и стремлением слабо следовать общим нормам шариата. Когда сефавиды начали захватывать территории на юго-востоке, османы сосредоточили свою жестокую решимость на войне с Персией. Им удалось захватить Азербайджан, Тебриз, Хамадан, а в 1638 году — Багдад, после чего в следующем году был подписан мирный договор с сефавидами, известный как договор Захаб. Осадой Багдада также сопровождалась встреча султана Мурада с двумя послами Могольской империи, в ходе которой они обменялись подарками и припасами, после чего несколько османских войск было направлено в помощь могольской экспедиции в Сурата. Иронично, что, несмотря на запрет алкоголя, табака и кофе, султан Мурад IV сам стал жертвой алкогольной зависимости и в 1640 году умер от нее. После его смерти трон перешел к его брату, Ибрагиму I, который вскоре заключил мир с сефавидами и Австрией. В контексте правления Ибрагима в 1645 году началась война с Венецианской республикой за Крит. Султан, любивший роскошь, повысил налоги, что вызвало недовольство и отторжение в регионе. Несмотря на усилия великого визиря Кара Мустафы Паши по исправлению экономических проблем в империи, его казнь в 1644 году
не принесла значительных изменений, а затраты на экстравагантные увлечения Ибрагима продолжали тяготить страну. После неудавшейся попытки свергнуть монарха в пользу одного из его сыновей, восстание янычар привело к захвату и убийству султана Ибрагима I, а трон был передан его шестилетнему сыну Мехмеду IV. Султан Мехмед IV, который стал вторым по продолжительности правителем империи, принес некоторое кратковременное улучшение. Под его руководством османы провели успешные кампании против таких противников, как Венеция, Трансильвания, Польша и даже Россия. Тем не менее, поражение в битве под Веной в 1683 году против польско-литовских войск и их союзников стало тяжелым ударом, который лишь положил начало Великой Турецкой войне против Священной Лиги. Всего через несколько лет после этого султан Мехмед IV и его войска понесли еще одно тяжелое поражение во второй битве при Мохаче, потерпев как поражение от противников, так и столкнувшись с мятежом внутри своей армии. В результате в ноябре 1687 года было решено свергнуть султана Мехмеда IV и заменить его на его брата Сулеймана II. Мятеж, который привел Сулеймана II к трону, продолжался, и османы поспешно попытались дать отпор Священной Лиге, несмотря на потерю поддержки крымских вассалов, которые теперь должны были защищаться от российского вторжения. Тем не менее, османам удалось временно одержать победу, вернув себе Белград и Ниш в 1690 году. Несмотря на отказ от поддержки со стороны могольского императора Аурангзеба в 1688 году, османы предотвратили австрийское вторжение в Сербию, а также подавили восстание в Македонии и Болгарии. Удача Сулеймана II сохранялась даже после его смерти в июне 1691 года, пока не погиб его великий визирь Капрылю Фазыл Мустафа Паша в битве при Сланкамене с австрийцами в 1691 году. До своей смерти великий визирь помог провести налоговую реформу и улучшить положение христиан под османским владычеством. После смерти Сулеймана II на трон взошел Ахмед II, который сразу столкнулся с большими потерями территории из-за австрийцев и венецианцев в следующие несколько лет. Новый султан так и не смог продемонстрировать полную независимость в своем правлении и сильно зависел от советников в решении вопросов с Священной Лигой и новыми беспорядками на Ближнем Востоке. После короткого и довольно посредственного правления султан Ахмед II скончался в 1695 году в возрасте 51 год, а трон перешел к Мустафе II, сыну Мехмеда IV, который завершил 17 век как султан. Продолжая Великую Турецкую войну, султан Мустафа II привел империю к победам и поражениям, завершив период подписанием двух мирных договоров в 1699 и 1700 годах. Сначала был подписан Карловицкий мир, который значительно сократил влияние Османской империи на Балканах, передав основную власть в регионе Австрии. Летом следующего года был подписан Константинопольский мирный договор между Османской империей и Россией, который подтвердил захват Азова Россией и положил конец вражде между державами в конце XVII века. С этими компромиссами султан Мустафа II оставался на троне еще 3 года. XVII век стал для османов временем политической нестабильности и внутренних кризисов, которые привели к потерям и поражениям в войнах. С XVII века Османская империя сосредоточит меньше усилий на завоеваниях и больше на защите своих границ. XVIII век для Османской империи стал временем реформ, адаптации и частых войн с европейскими державами, особенно с Россией. Империя, ранее ориентированная на внешнюю экспансию, теперь столкнулась с необходимостью решать внутренние проблемы и защищать свои территории от новых экспансионистских сил. Османские султаны в течение следующего столетия столкнулись с новыми союзниками, врагами и вызовами. В 1700 году трон удерживал Мустафа II. Для того, чтобы начать XVIII век, султан Мустафа подписал Константинопольский мир 13 июля 1700 года, который завершал русско-турецкую войну
1606 года. Этот договор уступал Азов России, но обещал мир между двумя империями на 30 лет. Однако султан Мустафа не смог насладиться миром надолго из-за события в Эдирне в 1703 году. Это событие было следствием недовольства корпуса янычаров, которые возмутились решением султана Мустафы вернуться в Эдирне, а не в Константинополь, после подписания Карловицкого и Константинопольского мирных договоров с Священной Лигой. Мустафа также оставил большую часть политической и административной власти в руках Фейзула Эфенди, которого янычары сочли коррумпированным и тираничным. Когда османы решили вмешаться в гражданскую войну в Грузии, должен был быть отправлен отряд янычаров для обеспечения военного присутствия империи. Кроме того, янычары были недовольны тем, что им не платили положенные зарплаты. Некоторые подразделения начали протестовать в Константинополе, и вскоре к ним присоединились гражданские и другие солдаты. Протесты переросли в бунты, и после того, как Фейзула Эфенди приказал арестовать представителей мятежников, бунтовщики обратили свое внимание на Эдирне. Однако янычары были не удовлетворены, и поскольку собственные солдаты султана присоединились к протестующим, Мустафа был свергнут 22 августа 1703 года, а Фейзула Эфенди был убит. Трон перешел к Ахмеду III, брату Мустафы II, который столкнулся с задачей усмирить мятежных солдат. Константинополь оставался в состоянии волнений до назначения нового великого визиря Али-Паши. После этого султан Ахмед мог сосредоточиться на внешней политике, улучшив отношения Османской империи с Англией и Францией, а также заключив новый союз с Карлом XII Шведским. После того, как шведские короли потерпели поражение от Петра Великого в битве при Полтаве в 1709 году, Карл XII нашел убежище при Османском дворе и убедил султана Ахмеда объявить войну России в 1710 году. Несмотря на Константинопольский договор XVII века, который должен был гарантировать 30 лет мира, османский великий визирь Мехмед Паша повел свои войска к решающей победе у реки Пруд, окружив войска Петра Великого и вынудив русских не только согласиться отдать Азов, но и уничтожить крепость Таганрог и другие азовские форты, а также воздерживаться от вмешательства в польские или казацкие дела. Когда русские больше не были непосредственным врагом, Ахмед переключил свое внимание на венецианцев, объявив им войну в декабре 1714 года. Османы использовали скоординированные усилия флота и армии, чтобы захватить Морю в следующем году. Новости о победе турок достигли Австрии, и австрийский император Карл VI решил вмешаться, что положило начало Австро-Османской войне 17-16, 17-18 годов. Генерал Габсбургов принц Евгений вел свои войска к решительному успеху против османов, хотя сама война начала нарушать торговлю в Средиземноморье между Нидерландами, Великобританией и Османской империей. В 1718 году Великобритания и Голландия настоятельно призвали османов, венецианцев и австрийцев подписать Пассаровицкий мир, завершивший конфликт и подтвердивший завоевание Мории османами. К сожалению, для султана Ахмеда соглашение также вынудило его передать Австрии Белград, Малую Валахию и Бенат, что помешало дальнейшему западному расширению империи. Несколько лет спустя, в июне 1724 года, был заключен русско-османский договор, который должен был разделить их общего соседа — Сефевидский Иран. Но в 1730 году османы были фактически изгнаны из этого региона. Возможно, подпитанное этим поражением, а также негодованием по поводу излишества султана и его роскошного образа жизни в период экономических трудностей, вновь вспыхнула мятеж в корпусе янычар, возглавленный Петроной Халил. Султан Ахмед III был свергнут и заменен на троне своим племянником Мехмедом I. Как и многие другие султаны, Мехмеду пришлось сначала усмирить бурные настроения в империи после свержения дяди. Спустя примерно год султан Мехмед смог покончить с восстанием, казнив Халиля и значительную часть его сторонников.
Во время своего правления Мехмед оказался в затяжной войне с Персией, которая не принесла реальных результатов, а также столкнулся с новыми волнениями в Европе, начавшимися в 1735 году. Новая русско-османская война началась после того, как Россия подписала с Ираном Ганжинский договор, создавая альянс против наступающих османов. Русские сосредоточились на Крыму, который они постоянно осаждали, сжигая дворцы и укрепления, продвигаясь все дальше в полуостров. Они, наконец, достигли Азова, где захватили Османскую крепость. Хотя цели России были агрессивными, все стороны конфликта оказались подвержены эпидемии, которая охватила территорию с 1737 по 1739 год. Тем не менее, Австрия попыталась вступить в войну против османов в 1737 году, но потерпела несколько поражений от турок и в конечном итоге потеряла Белград после вторжения в конце лета 1739 года. Все три империи предприняли усилия для переговоров в разгар войны, но дипломатического прогресса не было достигнуто. Россия продолжала углубляться в османскую территорию в 1739 году, несмотря на то, что австрийцы, похоже, уже устали от войны. В том же году был подписан Белградский мир, завершивший Австро-Османскую войну, по которому османы получили королевство Сербия, часть Бенета, а также передали Альтению османскому вассалу в Валахии. Россия в конечном итоге была вынуждена подписать Нижский мир примерно месяц спустя, который завершил войну с турками и позволил России сохранить контроль над Азовом. 6 лет после заключения мира с европейскими противниками султан Мехмед умер своей смертью, и его сменил Осман III. Осман, сын Мустафы II, провел 51 год в заключении после свержения своего отца и, вероятно, из-за этого развил некоторые поведенческие проблемы. Возможно, из-за своего необычного ума Осман не оставил значительных изменений или событий в истории империи. Одним из необычных указов его правления было запрещение всей музыки и музыкантов во дворце. Тем не менее, более важным действием султана Османа III стало провозглашение Фирмана в 1757 году, которое закрепляло разделение ответственности за святые места между христианами, евреями и мусульманами. В том же году, 30 октября, Осман умер, оставив османский трон открыт для Мустафы III. Мустафа III был решительно настроен на создание большей стабильности в империи. Он сосредоточился в первую очередь на вопросах монеты, акведуков и других внутренних дел, а также много времени уделял поездкам по империи, чтобы убедиться в соблюдении своих законов. Внешне Мустафа был настроен на сохранение мира с Европой. Несмотря на давление со стороны Фридриха Великого из Пруссии с просьбой о большем вовлечении в европейские дела, османы прилагали большие усилия, чтобы оставаться в мире, пока война с Россией не стала снова неизбежной. Давление России на Польшу и Крым стало слишком сильным для османов, и в 1768 году вспыхнул новый русско-турецкий конфликт. Эта война закончилась позорным поражением для Османской империи, которая была вынуждена уступить территории, выплатить репарации и позволить России стать защитником православного христианства в османских вассальных государствах Валахии и Молдавии в 1774 году. Хотя мир был подписан в июле, султан Мустафа III фактически умер от сердечного приступа в январе 1774 года, что означало, что война была завершена при 1774 году правления Абдул-Хамида I. Одним из приоритетов султана Абдул-Хамида было реформирование корпуса янычар и всех османских вооруженных сил, что он и сделал. Он также считается основателем императорской школы морского инженерного дела. Абдул-Хамид сосредоточил значительные усилия на укреплении своего контроля над Сирией, Египтом и Ираком. Несмотря на то, что Россия не была в числе приоритетных целей султана Абдул-Хамида, ему все же пришлось снова вступить в войну с этим постоянным противником в 1787 году,
после того, как Россия продолжала злоупотреблять своей ролью защитника православного христианства. Турки смогли удержать оборону на начальном этапе войны. Однако с поддержкой Австрии Россия оказала давление, и войска Абдул-Хамида начали испытывать трудности. Говорят, что султан Абдул-Хамид, морально побежденный затянувшейся войной, скончался в апреле 1789 года. На трон взошел Селим III, который продолжил вести войну с Россией. Вскоре после начала своего правления султан Селим согласился завершить русско-турецкую войну, несмотря на победу России. После того, как международный конфликт был урегулирован, Селим создал комитет реформаторов и приступил к проведению реформ в области налогообложения, земельных отношений и губернаторства в провинциях. Продолжив военные реформы своего предшественника, Селим также открыл османские посольства в европейских столицах, стремясь улучшить отношения с Западом. В конце века Османская империя столкнулась с неожиданным поворотом событий, когда Наполеон вторгся в Египет. Султану Селиму пришлось объявить войну Франции и неожиданно сформировать альянс с Великобританией и Россией. Этот новый конфликт продолжился в следующем столетии, ознаменовав еще одну эпоху перемен для Османской империи. XIX век стал временем отчаянной обороны для османов, требуя от них неожиданных союзов, чтобы предотвратить распад. Без сомнения, 1800-е годы стали временем стремительного упадка Османской империи и бросили множество вызовов каждому султану, который будет править в течение следующего века. На рубеже нового века султаном оставался Селим III. Наполеон и его французские войска недавно захватили власть в Египте и провозгласили себя освободителями Египта от Османской империи. Однако постоянные восстания и разногласия во Франции вынудили Наполеона отступить, не причиняя империи слишком большого ущерба. К 1801 году французы официально покинули территорию, и Селим вздохнул с облегчением, хотя сам султан испытывал уважение к самому Наполеону. В 1804 году Франция начала пытаться заручиться поддержкой Селима, в то время как Россия стремилась удержать османов на своей стороне. Сам Наполеон написал султану Селиму, называя его величайшим и непобедимым принцем, великим императором мусульман, и умоляя его объяснить, почему он позволяет России влиять на его решения. Француз также отметил, что он сам признает титул императора для Селима и надеялся, что султан ответит тем же. Он также отметил, что у русских в Корфу находится 15 тысяч солдат, подчеркивая, что эти войска, несомненно, были там для того, чтобы противостоять туркам, а не французам. Селим действительно хотел оказать Наполеону услугу, но был слишком запуган военной мощью русско-британского альянса, который противостоял французам. В конечном итоге османы согласились поддерживать оборонительный союз с Россией до 1806 года, после чего между империями снова началась война. Русские были возмущены решением Селима депозировать своих вассалов, русофильских губернаторов в Молдавии и Валахии. В то же время в империи Селим столкнулся с восстанием янычар и ямаков из-за своих новых реформ. В конце концов, султан был свергнут с престола и заключен в тюрьму в 1807 году. Мустафа IV был назначен преемником Селима. Сторонники реформ попытались вернуть Селима на трон, но Мустафа приказал его убить, прежде чем что-либо было сделано. Усилия нового султана отменить реформы предшественника были прерваны братом Селима III, Махмудом II, чьи сторонники вскоре свергли Мустафу в июле 1808 года и вознесли Махмуда на престол. Султан Махмуд II хотел продолжить реформы по западному образцу, проведенные его братом, но ему пришлось столкнуться с более срочными проблемами. Война с Россией была окончена только в 1812 году по Бухарестскому миру, и османы были вынуждены передать Бессарабию или восточную часть Молдовы русским после деморализующих поражений. Борьба Сербии за автономию потрясала Балканы в 1815 году, и греки начали двигаться в том же направлении. В 1821 году греки в Мории восстали против османского владычества, что положило начало их войне за независимость. Также в это время существовало восстание румын.
Султан Махмуд первоначально обратился к губернатору Египта за помощью, и османам временно удалось вернуть контроль, пока альянс Великобритании, Франции и России не разгромил османско-египетскую коалицию в октябре 1827 года в битве при Наварине. Махмуд отреагировал, объявив войну России, пока спор с Грецией продолжался. Еще одна русско-турецкая война велась с 1828 по 1829 годы, и в следующем году Османская империя была вынуждена признать независимость Греции. В 1831 году губернатор Египта Мухаммед Али Паша обратился к султану Махмуду по поводу обещания, которое было дано ему ранее, что Махмуд согласился назначить Али губернатором Сирии и Тарсуса. Махмуд отказался выполнить обещание, и Али отреагировал, отправив войска под командованием своего сына, Ибрагима Паши, чтобы захватить Дамаск, Алеппо и Конью, а затем двинуться к Константинополю. Султан Махмуд, который поразил всех, распустив янычарский корпус в 1826 году, теперь был вынужден искать помощь у иностранных держав. Он сначала обратился к британцам, но те отказались, поддержав французов, которые помогали египтянам. Махмуд II обратился за помощью к России, которая согласилась на союз. Однако египтяне одержали победу над османскими войсками в битве при Низипе в июне 1839 года, примерно в тот же момент, когда султан Махмуд начал эпоху реформ Танзимат, которая принесла более модернизированный и ориентированный на Европу османский султанат. Но он не успел увидеть результаты этих изменений, так как умер от туберкулеза летом 1839 года. После его смерти на трон взошел Абдул-Масид, первый, который продолжил углубление реформ в империи. В первый год правления нового молодого султана, в 1840 году, разразился Восточный кризис, во время которого в ходе продолжающейся египетско-османской войны все османские военно-морские силы перешли на сторону Мухаммеда Али и египетского дела. Франция была готова поддержать египтян, но Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия пришли на помощь османскому султану. Европейские державы учредили Лондонскую конвенцию в июле 1840 года, пообещав египтянам территорию в Судане и Египте при условии, что эти земли останутся частью Османской империи, хотя в основном как формальность. Мухаммед Али сомневался в принятии этого соглашения и обратился за поддержкой к французам. Однако его бывшие союзники изменили сторону в октябре того же года, что привело к военной ответной реакции османов и европейцев против египтян. В конце концов, в ноябре Мухаммед Али согласился на условия своих противников, уступив Сирию, Адану, Крит, Хиджаз и Святую Землю, а также вернув османские военно-морские силы султану Абдул-Масиду. В 1853 году Османская империя вступила в Крымскую войну, еще один конфликт с Россией. Одним из основных факторов разногласий стал вопрос о роли России как защитника православного христианства в османских вассальных государствах. Великобритания и Франция быстро поддержали османов, опасаясь растущей силы России. В то время как Австрия снова присоединилась к России, в конце концов она пригрозила сменить сторону и поддержать османов, что вынудило Россию принять мирные условия, и 30 марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор. Накануне окончания войны султан Абдул-Масид издал Хати Хумаюн, который установил равенство всех классов и этнических групп в империи. В 1861 году европейские державы оказали давление на османского султана, заставив его признать автономию Ливана, после чего он вскоре умер от туберкулеза. Султаном стал Абдул-Азиз, который продолжил реформы и западнизацию своего брата Абдул-Масида, получив значительные советы от Франции по созданию Государственного совета и системы народного образования. Во время правления Абдул-Азиза был принят первый гражданский кодекс Османской империи. Однако с ростом напряженности и восстаний на Балканах османы снова начали недовольствоваться Россией, на этот раз из-за ее поддержки восстаний в балканских государствах.
В 1877 году началась русско-турецкая война, в которой Россия возглавила коалицию румынских, болгарских, сербских и черногорских войск. Конфликт оказался катастрофическим для Османской империи, завершившись решительной победой России и ее союзников. Румыния, Сербия и Черногория объявили независимость, было учреждено княжество Болгария, Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, а Великобритания захватила Кипр, что было подтверждено Берлинским конгрессом в 1878 году. Более того, перед началом основного этапа войны султан Абдул-Азиз был свергнут своими собственными министрами из-за множества проблем внутри империи. Это означало, что султан Абдул-Хамид II стал ответственным за разрешение балканских беспорядков. Изначально на трон взошел Мурад V, который сменил Абдул-Азиза, но был свергнут через 93 дня по обвинению в психическом расстройстве и несоответствии своей должности. Одним из первых шагов султана Абдул-Хамида было принятие первой османской конституции в 1876 году. Однако она просуществовала всего 2 года, после чего султан приостановил ее действие в 1878 году. В последующие годы Франция расширила свое влияние в Тунисе, а Великобритания пришла к власти в Египте в 1882 году, что заставило османов обратиться к Германии за поддержкой. В это время началась греко-турецкая война 1897 года, вызванная разногласиями между османами и греками относительно того, должна ли Крит остаться под османским владычеством или объединиться с Грецией. Германия, Австро-Венгрия, Франция, Италия, Россия и Великобритания поддержали османов и стремились сохранить мир на Крите. Война была короткой и закончилась поражением Греции, которая была вынуждена выплатить большие репарации и позволить Криту остаться автономным государством под османским сюзеренитетом. Хотя султан Абдул-Хамид II и его войска одержали победу над греками на Крите, этот вопрос продолжал оставаться актуальным и в следующем столетии. Кроме того, беспорядки на Балканах далеко не завершились, и проблемы с Арменией и соседними странами начали нарастать с 1890-х годов, только усиливаясь со временем, поскольку Османская империя все больше оказалась в положении срочной обороны своей убывающей власти и территории, падения величия, которое только усугублялось в последующие годы. 20 век для Османской империи был отмечен, а точнее ознаменован полным крахом. Завоевательная мощь Турции, существовавшая на протяжении 600 лет, подошла к унизительному концу на глазах у всего мира. Больной человек Европы не смог преодолеть разрушения, принесенные Балканскими войнами и последующими событиями. Первым домино, которое упало до Балканских войн, была молодая турецкая революция. Молодые турки, а также другие реформаторские группы, составившие Комитет единства и прогресса, были движением, созданным группами молодых студентов, стремящихся восстановить конституционную монархию, как ту, что была учреждена султаном Абдул-Хамидом II в 1876 году и упразднена 2 года спустя. По мере того, как османы все больше и больше оказывались в обороне перед остальными европейскими державами, многие из молодых турков и других сторонников реформ стали все более озабочены сохранением их государства. Когда в 1907 году состоялась Англо-Российская конвенция, османские реформаторы почувствовали, что эта дипломатия может привести к разделу Османской Македонии. Наконец, в июле 1908 года революция вспыхнула, и лидеры Союза, такие как майор Ахмед Ниязи, Эйюб Сабри и Исмаил Эвнер, начали оказывать сильное давление на султана с требованием прекратить его абсолютное правление и восстановить конституцию. Учитывая поддержку, которую оказала армия и слабое положение правления Абдул-Хамида, революция завершилась 24 июля, когда султан капитулировал и восстановил конституционную монархию. Правительство Османской империи претерпело значительные изменения, и в ноябре 1908 года прошли первые выборы. Комитет единства и прогресса добился большого успеха,
А также были созданы новые политические партии, такие как Партия Свободы и Согласия и Османская социалистическая партия. Новая система оказалась хаотичной, и многие новоприбывшие политики были рабочими, не имевшими опыта управления государством. Тем временем султан Абдулхамид II смог сохранить свой титул, при условии, что его роль будет исключительно символической. Однако в 1909 году ситуация осложнилась, когда султан организовал османский контрпереворот, пообещав восстановить османский халифат и шариатскую правовую систему, если его автократическая власть будет восстановлена. Несмотря на поддержку, контрпереворот был быстро подавлен после кратковременного контроля сторонников султана в Стамбуле. Правительство молодых турок было восстановлено, и султан был свергнут и заменен Мехмедом V, который занимал исключительно символическую роль. С ростом стабильности в империи конфликт на Балканах внезапно резко обострился. Христиане Македонии, включая сербов, болгар, влахов и греков, а также албанцев, были сильно недовольны тем, что, по их мнению, новое османское правительство пренебрегало ими, слишком сосредоточившись на централизованном управлении. В 1912 году началась Первая Балканская война с объявлением войны Турции Черногорией 8 октября. Участниками конфликта стали Балканский союз, состоящий из Сербии, Болгарии, Черногории и Греции, против ослабленной Османской империи. Хотя Россия непосредственно не участвовала в конфликте, она оказала поддержку Балканскому союзу, который стремился захватить Македонию у османов с армией в 750 тысяч человек. Сражения были настоящей борьбой только для османов, так как Балканская коалиция полностью разгромила их противника на всех фронтах. Пока продолжалась Балканская война, османы также были вовлечены в Итало-Турецкую войну, начавшуюся в 1911 году, когда Италия потребовала от турок передать ей территории в Северной Африке. Османы отказались, но Италия легко захватила эти территории, отняв у османов некоторые из их последних африканских владений. Италия завоевала современную Ливию и Додеканесские острова. Османская империя, которая рушилась, не имела шансов против союзных балканских держав. И к 3 декабря обе стороны были готовы к перемирию. Краткое возрождение конфликта произошло после переворота в январе 1913 года, когда были захвачены Султанский дворец и правительственные здания, а власть перешла к триумвирату из 3 паш. Мирный договор был подписан в Лондоне через 4 месяца, и он официально лишил османов почти всех европейских территорий, которые у них остались, включая Албанию, которая стала независимой, и Македонию, которая была разделена между балканскими странами. Несмотря на то, что османы не принимали активного участия во Второй Балканской войне, возникшей из-за неурядиц между Румынией, Сербией, Грецией и Болгарией, относительно границ их новых македонских владений, они воспользовались возможностью, чтобы вернуть Адрианополь, нарушив перемирие с Болгарией. В 1914 году состоялись общие выборы, которые подтвердили власть Комитета единства и прогресса, СИОП, и в январе того же года была учреждена Османская имперская власть. В том же году, вступая в Первую мировую войну, 3 паши оставались фактическими правителями новой власти в империи. 28 октября 1914 года Османская империя официально вступила в Первую мировую войну. Подписав турецко-германский альянс в августе того же года, дружественные отношения между Германией и Турцией сыграли важную роль в вступлении Османской империи в войну. Кроме того, турецкий экспансивный настрой и недовольство странами Тройного Антанта Германия ранее отправила военную миссию в Турцию, в ходе которой была организована армия и флот Османской империи под руководством Лемона фон Сандерса, что укрепило союз между властями. Германия также надеялась, что решение османов присоединиться к Тройному союзу побудит балканские государства, такие как Болгария, поддержать их дело. В то же время турецкий посол в Париже, Рафат Паша, предупредил Энвера Пашу, министра войны, не присоединяться ни к одной из сторон, так как он полагал, что обе коалиции могут разрушить последние силы империи. Энвер Паша, однако, оставался невозмутимым
и настаивал, что ранние победы Германии доказали, что они окажутся на победившей стороне войны. Первое военное действие Османской империи в Первой мировой войне состояло в атаке на Черноморское побережье России, что быстро вызвало ответные действия и объявление войны со стороны России, Великобритании и Франции. С этого момента Османская империя в основном сражалась на Ближнем Востоке и Балканах, добившаяся значительных побед в начале войны, таких как битва при Галиполе. Пока турки вели борьбу на мировой арене, они также сталкивались с восстаниями и растущими мятежами в арабских территориях. Упадок империи ускорился, и она оказалась под ударами с разных сторон. Тем не менее, Энвер Паша сохранял уверенность в победе, настаивая на том, что османы должны продолжать участие в войне, чтобы поддержать своих союзников, утверждая, что они сыграли роль в разрушении России и революции 1917 года. Однако, когда Болгария была вынуждена подписать перемирие после успешного наступления союзников на Македонском фронте, османы оказались в невозможной ситуации без помощи болгар. После нескольких встреч с союзниками великий визирь Османской империи Талаат Паша пришел к выводу, что он и его правительство должны подать в отставку, чтобы добиться более мягких условий от Тройственной Антанты, если администрация, развязавшая войну, больше не будет у власти. Ахмед Иззет Паша занял должность великого визиря и быстро начал мирные переговоры с Великобританией, которая была заинтересована в заключении мирного соглашения с османами и в исключении французов и американцев из возможных выгод. 30 октября 1918 года было подписано Мудрское перемирие, которое завершило участие Турции в войне. К сожалению, для Османской империи перемирие не принесло настоящего мира, а стало лишь последним этапом упадка. С уходом администрации Энвера Паши, включая самого его, правительство оказалось в состоянии хаоса. Насилие стало распространяться, так как порядок был нарушен, и союзники начали маршировать в Константинополь, утверждая, что им нужно восстановить порядок в Анатолии. Так как Мудрское перемирие позволяло союзным державам вторгаться в случае необходимости восстановить порядок, ослабленная османская власть не могла помешать их действиям. Оккупация Константинополя продолжалась до подписания Северского мира 10 августа 1920 года, который передавал европейским союзникам контроль над финансами Турции, ограничивал количество ее вооруженных сил и влек за собой значительные территориальные потери для Османской империи. Османская империя, которая вскоре должна была быть упразднена, была вынуждена отказаться от всех прав на Северную Африку и Арабскую Азию, а ее территория была разделена между Грецией, Арменией, Францией, Италией и Великобританией. Однако, чтобы усложнить ситуацию, договор так и не был ратифицирован из-за усиливающегося националистического движения в Турции, что привело к турецкой войне за независимость и созданию Великого национального собрания, которое вела борьбу на одной стороне войны против султана и западных союзников. Кроме того, нестабильная Россия поддержала турецких националистов в надежде на создание нового коммунистического союзника и отвлечение Европы от ее собственного хаоса, что позволило революционерам заключить серию мирных переговоров, завершившихся подписанием Картальского мирного договора, Маданийского перемирия и окончательным уничтожением Османского султаната и всей империи. Последний султан, Мехмед VI, покинул страну в изгнание 17 ноября 1922 года, официально положив конец падению одной из крупнейших и древнейших империй в истории мира. Под руководством Мустафы Кемаля Турция смогла вернуть территории в Анатолии и стать независимой. Новое турецкое правительство получило международное признание через последующий Лозаннский договор летом 1923 года, официально заменив Османскую империю на Турецкую республику. История Османской империи обширна и невероятно интересна, начиная с прибытия турецких племен в Анатолию, битвы при Манцикерте, создания различных султанатов и затем начала династии османов. Эта империя, существовавшая 600 лет, доминировала над своими соседями, выигрывала сражения и войны, быстро расширялась и становилась хищником в этом регионе, добиваясь больших успехов.
Но, как всегда показывала история, с начала времен каждое действие вызывает реакцию, каждый день сменяет ночь, и каждая империя имеет свое падение. Как и многие империи до них, османы написали свою последнюю страницу в истории. Спасибо, что смотрите наши эпизоды об Османской империи.